Привет! Сегодня готовлю помидоры в собственном соку. У меня эта заготовка точно залеживаться зимой не будет. Для начала необходимо перебрать все помидоры, хорошие сложить отдельно, а какие-то помятые, испорченные, уже чуть-чуть подпорченные, скорее так, отдельно. Они пойдут на пюре, а более цельные будут целыми закладываться в банку. Теперь необходимо их помыть. А теперь беру ту часть помидор, которая пойдет на томатное пюре, и нарезаю на половинки, а потом на четвертинки. Складываю все сразу в кастрюлю, в которой буду готовить. Когда я нарезаю помидоры, я не каждый раз обрезаю плодоножку. По желанию вы можете это делать, можете не делать. Подготовленные помидоры отправляю на плиту на средний огонь. И пока помидоры готовятся на плите, параллельно можно закладывать помидоры в банки. Банки я уже предварительно постерилизовала в духовке при 130 градусов где-то около 25 минут. Для этого рецепта лучше, конечно, использовать помидоры таких средних, небольших размеров, потому что большие совсем не особо подойдут. Такой средний размер подойдет для литровой банки, для 2-литровой. При распределении помидоров в банке важно помнить, что помидоры это не огурцы. Нужно минимум усилий прикладывать, когда распределяем, запихиваем. Аккуратненько. Если это сорт сливки, то в принципе можно немножечко так надавить, потому что они крепкие. А с другими помидорами, с другим сортом будет посложнее. В общем, надо быть осторожными, чтобы они не треснули. Теперь в каждую баночку я закладываю по 2 горошка душистого перца и по 2 бутона гвоздики. То есть гвоздики вот эту верхнюю часть. Твердый стержень закладывать в банку не нужно. Прошло около 7 минут после закипания. Стоит помидоры помешать и потом снова накрыть крышкой и ждать большего их размягчения. Снова прошло около 5-7 минут. Смотрю на состояние помидор, проверяю их твердость и понимаю, что нужно еще немножко времени, потому что я буду перетирать помидоры через сито, и сорт сливки более плотный. Мне хочется немножко, чтобы были более мягче помидоры, чтобы легче было это сделать. Через 5 минут опять проверяю помидоры и понимаю, что они уже в том состоянии, в котором мне необходимо. Но еще оставляю на минутки 3. Вот теперь все готово. Снимаю помидоры с огня. Теперь протираю томаты через сито. Беру кастрюльку, устанавливаю сито и протираю. У меня есть вот такая деревянная ложка, ей намного удобнее, но можете использовать как обычную столовую ложку. В принципе, используйте то, что удобно вам. После того, как убирается весь жмых, на внешней стороне сита остается часть томатного пюре. Его можно аккуратненько убрать с помощью силиконовой лопатки. И вот сколько пюре получилось, а это лишний жмых, который остался. После этого я использую мерный стакан, чтобы четко понимать, какое количество пюре у меня получилось. Исходя из количества томатного пюре, я добавляю необходимое количество соли, сахара и корицы. Все точные граммовки ингредиентов я оставлю в описании под этим видео. Теперь все перемешиваю и отправляю томатное пюре на плиту. Нам нужно довести смесь до закипания. Тем временем необходимо залить помидоры в банках кипятком, накрыть крышками и оставить на 5 минут. Крышки я использую самые обычные, хотя не очень их люблю. Прокипятила их в течение 5 минут и потом накрываю банки.
По истечении 5 минут всю воду сливаю. А маринад уже закипел. Я добавляю в него 1 столовую ложку уксуса и тщательно перемешиваю. И сразу же после закипания разливаю маринад по банкам. В кастрюле у меня осталось около 150 грамм маринада. Я его перелью в отдельную баночку и поставлю в холодильник. Ни в коем случае выливать, выбрасывать ничего не нужно. А теперь таким супер приспособлением буду закатывать банки. Мне, конечно, нравятся обычные эти крышки, которые просто закрутил и все дела. Сразу после закрутки необходимо перевернуть банки вверх дном и накрыть теплым пледом до полного остывания. Буду рада, если этот рецепт вам пригодится. Сохраняйте его в закладке, ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал. Будем готовить вместе!